Всем привет! Сегодня разберем очень важный вопрос, который волнует многих автолюбителей. Что будет, если отключить аккумулятор на современных автомобилях? Казалось бы, что тут сложного? Снял клемму и все, но не все так просто. На старых машинах это проходило без проблем, а вот современные автомобили буквально живут на электронике, и отключение аккумулятора может привести к неожиданным последствиям. Сегодня расскажу все подробно, от простых примеров до реально дорогих ошибок. Начнем с прошлого. На старых автомобилях, где электроники минимум, отключение аккумулятора означало лишь сброс радио, часов, но и максимум настройку стеклоподъемников заново. Все остальное продолжало работать. Завел и поехал. Современные машины — это уже компьютеры на колесах. В них десятки блоков. Блок двигателя, коробки, АБС, ЕПС, мультимедиа, климат, система помощи водителю, безопасность. И каждый блок завязан на питание. Отсоединил аккумулятор, и часть настроек или функций может просто слететь. Авто хранит данные о замене масла и ТО. После снятия аккумулятора система может забыть, и на панели появятся лишние напоминания. Пропадают сохраненные станции радио, сбрасывается Bluetooth пары, иногда даже картой и навигацией. На некоторых авто мультимедиа может запросить код активации, который нужно вводить вручную. Касательно электронных систем, АБС, ЕПС, адаптивный круиз могут временно отключиться. На приборке горит гирлянда ошибок. Иногда они исчезают после поездки, иногда только после диагностики. На некоторых авто ключи могут потерять синхронизацию. Представьте, ставите аккумулятор обратно, а машина просто не заводится. Электронный блок управления двигателем или коробкой может сбросить адаптацию. В итоге машина первое время работает неровно, плавают обороты и коробка переключается жестче. Нужно время, чтобы все снова обучилось. Но не все так страшно, если машина простая, без кучи электроники. Отключить аккумулятор можно относительно спокойно. Главное — делать все правильно. Выключить зажигание, сначала снять минусовую клемму, подождать пару минут и только потом отсоединять плюс. Так вы минимизируете риск для электроники. Что можно сделать, чтобы избежать проблем? Использовать буферное питание. Есть специальное устройство, подключается в ОБД или прикуриватель и поддерживает питание бортовой сети, пока вы меняете аккумулятор. Сохранять настройки. Перед отключением сфотографируйте экран мультимедиа, настройки профиля, климат, потом все легко восстановите. После подключения аккумулятора не спешите сразу заводить, включите зажигание, дайте авто проснуться пару минут, проверьте ошибки, сбросьте их при необходимости. На старых машинах отключение аккумулятора пустяк, на современных автомобилях это может обернуться кучей ошибок, потерей настроек или даже дорогим визитом на сервис, поэтому всегда действуйте аккуратно, снимайте клеммы правильно, используйте буферное питание и проверяйте ошибки после. Пишите в комментариях, приходилось ли вам снимать аккумулятор на современном автомобиле и какие проблемы после этого были, будет интересно обсудить. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.